Криптовалюта меня побрила круто. Криптовалюта меня побрила круто. Итак, криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. На канале Биток на всю котлету. И что же у нас по крипторынку? Давайте посмотрим. И, конечно же, особое внимание мы придадим металлам. Потому как крипта это пустышки, ну а металл, если ты даже купил слиток какого-то там золота, ну я уже не говорю там о золоте, а хотя бы слиток железа, то ты хотя бы чувствуешь, что там хоть килограмм какой-то есть. Потому как если даже ты купишь биток, ты ничего не можешь почувствовать у себя в руке, кроме тяжести самого телефона. Ну, в принципе, что у нас тут немножко зеленеет, все, у нас ситуация сейчас лонговая, я думаю, что дно пройдено. Мы вчера это все дело рассматривали, писал я в Телеграм, там мысли все скидывал. Кому интересно, телегу, можете подписаться на телегу в описании под видео. Ну так, ситуация по биткоину лонговая. Давайте, конечно же, откроем биток. Вот так вот быстренько мы здесь все это дело посмотрим. Я думаю, что корректоз закончился. И тут интересный момент будет. Мы проторговали фитиль, обновили его, и, конечно же, у нас может быть такое, что на данный момент здесь будут формировать перевернутую голову и плечи. Сейчас на данный момент интересные есть набранные позиции. Стоп, конечно же, нужно обязательно поставить. И после, я думаю, что какой-то еще некой проторговки у нас будет здесь движение на 116 тысяч долларов, примерно вот сюда вот. В принципе, могут снести вот эти вот стопы, которые здесь попрятались, стопы шортистов могут, конечно же, снести. Так что вот такое вот у нас может произойти на битке. Набраться нужно терпения и посмотрим. Здесь будет интересная потом точка. Могут, конечно же, сформировать после какой-то коррекции здесь разворотное движение и восстановление биткоина. И, конечно же, здесь биток может набрать силу и еще пойти на супер перехай, который он поставил. Там хай, ну, буквально у нас там 6 октября был хай. Вот. Но может быть такое, что здесь биток конкретно ослабнет, и мы, конечно же, с вами просто повалимся уже на медвежку и пойдем обновлять там 98-96 тысяч долларов. В принципе, вот так вот. Что касательно битка, мы посмотрели. Золото у нас на данный момент тоже поставило свой хай. И, в принципе, на дневке рисует вот такую вот откатную свечу. Видно сейчас здесь на 15 минутке то, что боты пустили это все дело просто-напросто в проторговку. И здесь, конечно же, у нас на данный момент, ну, просто-напросто TradingView 15 минутку только дает. Здесь у нас ботовая проторговка. Они сейчас на данный момент потихоньку начинают это все дело распределять. Похожая ситуация у нас на серебре. Достигли мы все-таки интересных целей по серебру. И это очень-очень хорошо. Потому как это, ну, просто шикарный вид. Что сказать. Дальше, следующие цели у нас еще остаются актуальные. Это 70 долларов по серебру. Может быть такое, что мы увидим даже и 70 баксов. Но серебро, конечно же, стоит сбрасывать. Если вы брали чисто для спекуляции, его стоит сбрасывать, потому как у него медвежка очень глубокая. И оно падает примерно на 75%. Ну, как падение биткоина, например. 70% на медвежке. Конечно, сейчас здесь покупать, чтобы поймать 70%. Опять откат. Ну, это будет, я думаю, что нелогическим. Вот, в принципе, вот так вот. Удержать можно. Где-то может быть такое, что и выше будет у нас здесь распределение по серебру. Но перехай мы сделали. В прошлом цикле тоже был небольшой перехай. В этом цикле мы тоже сделали небольшой перехай. Дотянут ли на 70 долларов, пока что непонятно. С текущих, если взять среднюю зону накопления, то серебро уже показало, ну, примерно 150% роста. Что у нас в прошлом цикле было? Давайте-ка мы посмотрим. В прошлом цикле серебро показывало 858% роста. Ну, это если не точно, не по фитилям. Так что вероятность движение вверх еще остается. Мы можем сходить вот, ну, просто на 400%, вот сюда вот 75 долларов, и это будет довольно-таки достаточно. Притом, это у нас будет только первая
цель по Фибоначчи. Ну, вторая, конечно же, я думаю, уже мало достигаемая, $105, но мы все равно здесь отметочку поставим, посмотрим, понаблюдаем. Может быть такое, что даже и доберемся до 105, смотря как будут накачивать этот рынок. Итак, нам интересный DXY. На данный момент доллар у нас здесь формирует медвежку. Конечно же, сейчас идут встряски воздуха, то, что у нас будет там рецессия, крах полный, там что только они не лепят, но я думаю, что они восстановят здесь доллар, и никакой у нас такого огромного кризиса может и не быть. Но судя по золоту, мы в принципе можем, конечно же, и кризануть, потому как у нас здесь получается, что в прошлом цикле тоже у нас золото сильно пампилось. Это был 2011 год. Вот, и 2008 год, это у нас было как раз тот самый момент, когда у нас произошел кризис на рынке. Вообще не на рынке, а в мире. И, ну, мало ли, конечно же, такой толчок сильнейший по золоту тоже может что-то устроить, какую-то встряску на рынке. Так что нужно быть очень-очень аккуратным, конечно же. Вот что. Но для того, чтобы не попасть в какой-то просак или в кризис сильнейший, или пострадать в момент кризиса, то желательно, конечно же, накапливать бакс. Потому как кризис или там эйфория, у нас бакс остается баксом. Что же у нас по DXY? Мы на данный момент здесь находимся уже длительный период времени. У нас доллар отрисовывает здесь вот медвежечку. Я думаю, что на этом скоро у нас здесь лафа закончится по баксу. Нужно накопить, конечно же, доллары. Успеть это все сделать, потому как скоро могут развернуть. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас было в прошлом цикле. Это у нас 21 год. И здесь мы простояли... Сколько мы здесь простояли? 364 дня. 364 дня, и здесь примерно аналогичная ситуация. Мы можем простоять здесь, 238, пускай это январь 26 года. А если мы возьмем, допустим, вот с вот этого вот момента, буквально с марта 25 года, наверное, возьмем лучше с марта 25 года, потому как Трамп у нас начал здесь шатать всем этим делом пошлинами своими, то 365 дней у нас закончится примерно в конце февраля 26 года. Вот что. Так что еще есть какой-то запас времени, я думаю. Эта неделька у нас красная закрылась. Это довольно-таки неплохо. Может быть такое, что будут здесь DXY потихоньку опускать. И, конечно же, мы видим то, что есть реакция на национальной валюте. На национальной валюте у нас тоже потихоньку начинает здесь формироваться такая вот бычья структура. На дневке мы возьмем недельку, допустим. Мы видим то, что здесь просто уже потихоньку начинает все это дело просто-напросто формировать бычью структуру. Я думаю, что скоро у нас будет пробитие по курсу, и мы просто-напросто будем куда-то лететь в тартарары. А цели, конечно же, здесь есть. Ну, потому как у нас здесь пустота. Вообще, я думаю, что у нас будет курс где-то в районе 70 на пике. Я не знаю, сохранит ли данный у нас график нашу рисовалку, но мы все равно отметим цели 70. И это будут такие максимальные цели. Минимальные цели, это, конечно же, я думаю, 55-57 будут достигнуты. В принципе, вот так вот. Что мы видим на прошлых циклах? Давайте-ка мы посмотрим. У нас тут что-то линейки нету. Вот наша линеечка. Вот наша линеечка. Нужно, конечно же, быть готовым к этому всему делу. 22 год, здесь очень длительный период времени удерживали, тоже мы рисовали такую вот бычью структуру и потом вышли выше. Это у нас 2014-15 год. Здесь у нас было движение порядка 35-55%.
55%. Ну, а здесь у нас получается, давайте-ка мы посмотрим, сколько у нас было движений. Ну, здесь было поболее, чем 50, тут 230% было. Ну, допустим, возьмем 50%, да. Возьмем мы 50%, и тут у нас как раз будет 35%, это 55, а тут у нас будет 68. 68. Ну, в принципе, 50% это у нас примерно будет 62. Я думаю, что практически 50% можно будет заработать на вот этом вот движении. Ослабление курса я, конечно же, не жду, потому как мы прекрасно знаем, что нету ни единой валюты, чтобы ослабевала относительно доллара. В принципе, вот так вот. Видим то, что уже 2 недели как раз у нас здесь потихоньку начинают раскачивать. Будем за этим пристально наблюдать, что этот график не особо слушается. Какой-то больной график. Просто капец какой-то больной. Выглядит все это дело по-бычьи. Очень по-бычьи. И это не очень хорошо. Сразу скажу. Имейте кэш в баксе для того, чтобы пережить какой-то там, допустим, кризис. Ну и само собой должно быть хотя бы там часть каких-то золотых запасов, может быть такое, что железных запасов. Правда, они ржавеют, эти слитки, но ничего страшного. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, поддержим канал лайками, подписками, комментариями и, конечно же, максимальная поддержка. Все ссылки есть в описании под видео.